Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. И мы начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Сегодня у нас на календаре 21 марта, киевское время, 19 часов. Итак, оперативная обстановка на всех оперативных направлениях и линии фронта остается тяжелой в отдельных местах и более-менее стабильный. Фронт особо не перемещается. Ну, пойдем по порядку. Начинаем с севера. Северное направление — это Волынское-Полесское направление без изменений. Там присутствие противника остается стабильным. Они укрепляют прикрытие государственной границы. Никаких формирований наступательных группировок на данный момент не отмечено. Единственное, что продолжает на территории Беларуси, продолжает нас доставать вот эти взлеты и посадки МиГ-31, которые являются носителями ракетного комплекса «Кинжал». А в остальном ситуация без изменений остается контролируемой и стабильной. Что касается северского направления, северское слобожанское направление, здесь продолжаются обстрелы нашей территории. За прошедшие сутки таких обстрелов было порядка 20 по населенным пунктам и объектам инфраструктуры с применением артиллерии противника в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Далее мы, к сожалению, продолжаем не отвечать на эти обстрелы. Ну, таково на сегодняшний день наше политическое решение. Далее идем Луганское направление. Здесь ситуация, ну, я бы сказал так, в две стороны. С одной стороны, есть попытки продвижения наших войск. Мы атаковали на некоторых участках в севернее Купянска направлении Сватово. Российские войска атаковали южнее в направлении Купянска. Линия фронта не изменилась. Она осталась стабильна, как и на наших участках, где мы проводили атаки, так и на участках российских оккупационных войск. Но это говорит о возрастающей активности. Вот видите, предположение о том, что визит китайского лидера может снизить интенсивность ведения боевых действий со стороны России, дабы не демонстрировать такую большую агрессивность в присутствии китайского лидера, который, в принципе, основной своей целью ставит это остановка войны. Не прекращение полностью, а остановка. Их интересует остановка. Так вот, количество атак сегодня резко возросло. По сравнению со вчерашним днем примерно в 2 раза. Около 120 атак российские войска провели за прошедшие сутки на всей линии фронта от Купянска до Марьинки. На Лиманском направлении противник тоже продолжал атаковать наши позиции безуспешно. Мы отбили все попытки наступления российских войск. Ситуация на Бахмутском направлении. Здесь самая тяжелая ситуация, но тем не менее она более-менее стабилизируется. Мы ведем оборонительные действия как в самом городе, так и на его окраинах, особенно на флангах за самим Бахмутом. Работает наша артиллерия. Противник практически нигде не продвинулся, за исключением южного фланга. В самом городе Бахмут имеет незначительное продвижение. Вот. Но в общем мы контролируем ситуацию, и обстановка остается стабильно тяжелой. Изменения происходят на Авдеевском направлении. Вот здесь противник решил, я уже говорил вам об этом, еще раз повторюсь, здесь противник решил предпринять или наложить то же самое лекало, предпринять ту же тактику, которую он применяет в Бахмуте. Они начали прилагать максимум усилий, это на обход Авдеевки. Кстати, Авдеевка, надо отметить, есть даже участки в самом населенном пункте, на его восточных окраинах, где линия обороны проходит
на том же самом месте, где она проходила и 24 февраля 2022 года. То есть российские войска в лоб Авдеевку взять не могут ну никак. Поэтому, скорее всего, принято решение попытаться ее обойти. Самые тяжелые бои и самые такие ожесточенные бои идут сейчас на северной и на южной окраине населенного пункта Авдеевка с попыткой российских войск обойти этот населенный пункт. На сегодняшний день все попытки российских войск безуспешны. Ну, я не думаю, что там здесь может ухудшиться положение до такого же состояния, как в Бахмуте. По-моему, наше командование лучше реагирует на такие кризисные ситуации. И мы уже, имея опыт Бахмута, мы уже знаем тактику, возможную тактику действий российских войск на этом направлении. Поэтому и попытки наступления российских войск не увенчались успехом. Далее мы идем, у нас остается Запорожское и Херсонское направление. На Запорожском направлении здесь практически изменений никаких нету. Идут обмены артиллерийскими ударами, позиционные бои, перестрелки. Вот, линия фронта не изменяется, но и активности ни одна сторона не проявляет. Ни с нашей стороны, ни со стороны противника активных каких-то наступательных действий даже на отдельных участках не проводятся. Херсонское направление тоже без изменений, обстрелы продолжаются. 41 населенный пункт пострадал в результате огневых ударов со стороны российских оккупационных войск на правом берегу реки Днепро. Вот мы ведем контрбатарейную борьбу, пытаемся давить огневые средства противника. И ну, насколько успешно, трудно сказать, потому как российская артиллерия старается вести, ну, я бы сказал, точечные удары в короткий промежуток времени. То есть они разворачиваются, наносят огневой удар и уезжают. Позиции тоже меняют довольно часто. Тем не менее, успешность наших боевых действий можно оценить еще наличием раненых в российских оккупационных войсках. Все помещения, где только возможно, российские войска разворачивают госпиталя. Это касается Запорожской области, ее оккупированной части, Херсонской области на левом берегу, тоже ее оккупированной части. Раненых уже довозят до Севастополя, до Симферополя. Там тоже идет постоянное пополнение ранеными. Используется, вот, кстати, у российских войск меньше всего претерпели, ну, мы не стреляем никогда, в отличие от российских войск. Если машина с красным крестом, то она не попадает под огневые удары наших войск. Так вот, используются уже даже КАМАЗы. На базе КАМАЗов автосанитарные автомобили для вывоза тяжело раненых солдат. Вот. И вот такими колоннами по 3 КАМАЗа они вывозят раненых из прифронтовой зоны. Вот такая активность боевых действий, такие потери сегодня несет противник на отдельных участках линии фронта. Но не могу не сказать про всех, конечно же, все мы знаем, что произошло у нас опять взрывы в Джанкое. По некоторой информации в Джанкое Джанкой был атакован беспилотниками. Причем, судя по фотографиям, которые представлены в открытых источниках, беспилотники китайские. Это примерно те же беспилотники, которые в Шахтинске, если помните, несколько месяцев назад применялись по нефтеперегонному заводу. Это те же беспилотники, тот же беспилотник, который попал в крышу штаба военно-морских сил, который там временно расположен в оккупированном Севастополе украинском. Вот. И такие же беспилотники, но тут целая стая беспилотников прилетела. И они поразили нефтехранилище, точнее, возле, ну да, в принципе, нефтебазу, возле железнодорожной станции Джанкой. И они поразили платформы, воинский эшелон с ракетами «Калибр».
Я думаю, это с подачи наших западных партнеров, плюс отлично сработала наша разведка. Дело в том, что, ну, я не знаю, специально или как бы так получилось, как обычно говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Дело в том, что когда строили трассу Таврида, Керчь, Севастополь, да, и с ответвлением на Симферополь. Так вот, там же строили два моста, Керченский комплекс, вот этот мостовой, он предусматривает два вида движения, железнодорожное и автомобильное. Так вот, железнодорожная ветка, она сегодня идет мимо Феодосии, она идет над Джанкой. И только с Джанкой она поворачивает на Симферополь и Севастополь и имеет ответвление на Евпаторию. Так построена система железных дорог Крыма. И она, в принципе, всех и всегда устраивала. Почему? Потому что снабжение шло с материковой Украины, с основной части на полуостров. И поэтому всем было удобно. Когда Российская Федерация оккупировала Крым, аннексировала Крым, точнее, и начала строить вот этот комплекс транспортный, то вместе с мостом должна трасса Таврида автомобильная, и там же, по идее, должна была быть железнодорожная ветка на Севастополь, прямая, из Керчи. Но этой ветки нет, поэтому Джанкой ее не построили. Не знаю по какой причине ее не построили. Но тем не менее Джанкой остался главным железнодорожным хабом. И сегодня, нанеся удары по железнодорожной станции в Джанкое, мы можем контролировать логистику основных военных грузов, которые поступают на западное побережье украинского Крыма. Вот чем это хорошо. Так вот, был поврежден состав, разведка сработала, вычислили состав, который пришел с ракетами «Калибр». Я так понимаю, это те новенькие ракеты, которые выпустила промышленность. То, что говорила наша разведка, что до 50 ракет в месяц может выпускать Российская Федерация различных типов. Это имеется в виду совокупно. Так вот, скорее всего, везли эти «Калибры», потому что в море нет ни одного носителя ракет «Калибр». И, видимо, они ждали этот эшелон для того, чтобы совершить очередную пакость в плане нанесения ракетного удара по территории Украины. Ракеты либо повреждены, либо сдетонировали. Взрывы, достаточно одного осколка для того, чтобы повредить контейнер. Эта ракета непригодна к пуску. Ее можно только утилизировать, но никак не пускать. Вот. Так что вот такие вот взрывы гремели сегодня рано утром, точнее даже ночью в Джанкое. И вот такой результат мы имеем на сегодняшний день. Количество уничтоженных ракет, я думаю, мы узнаем через несколько дней, когда наша разведка посчитает там все эти убытки, и открытые источники информации опубликуют эти результаты подсчетов. Плюс горит топливо, которое должно было предназначалось для российских оккупационных войск, находящихся как в украинском Крыму, так и на территории материковой Украины. Ну, еще в Брянской области, там нефтеперекачивающая станция, я так понимаю, это та станция, которая имела отношение к нефтепроводу «Дружба». Вот. И там тоже случился хлопок, задымление, и сейчас горит нефтяной терминал. Но там уже мы никакого отношения не имеем, никак это дело не комментируем, потому что это внутреннее дело Брянской области. Что-то у них там случилось, видимо, опять же с нарушением мер пожарной безопасности. Ну и не могу в конце не огласить урожай, который собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки по уничтожению наших врагов, наших российских оккупантов. А именно, силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали 960 российских захватчиков, уничтожено 15 танков, 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 7 беспилотников оперативно-тактического уровня, 12 автомобилей и 1 единица специальной техники.
Ну и еще раз повторюсь, скажу, что в акватории Черного моря на данный момент нет ни одного носителя ракет «Калибр». Вот такая вот военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Далее мы поговорим немножко о военно-политических новостях. И понятно, что на сегодняшний день все внимательно следят за визитом китайского лидера в Российскую Федерацию. Но скажу так, все решилось вчера. Вот, несмотря на то, что вчера была неформальная встреча лидеров, это было дружеское общение. Сегодня полностью день посвящен протокольным встречам, то есть подписанием каких-то договоров, договоренностям. Результатов до сих пор нету. К прессе никто не вышел. Но по некоторой информации вчера Путин остался крайне недоволен, потому что он ожидал намного большего участия со стороны Китая в этой войне. А Китай, как всегда, вот вы знаете, чем китайский лидер абсолютно не удивил. Четко, стабильно, в философии Китайской Народной Республики, никаких резких движений, никаких резких заявлений. Высказал поддержку Путину в плане того, что хочет его видеть, чтобы он победил еще на выборах в 2024 году, потому что понимает, что Путин полностью зависим от Китая и пойдет на любые уступки. Вот. А сегодня с утра Соединенные Штаты, кстати, этот вывод, почему пойдет на любые уступки, можно сделать благодаря той карте, которую китайское министерство опубликовало накануне визита Си Цзиньпинь в Москву. Там, где вся Южная Сибирь названа историческими китайскими названиями, особенно 8 крупных городов. Мы знаем, что там города очень редко встречаются на тех огромных просторах, но тем не менее там стоят китайские названия. И это официальная карта, официально изданная министерством, одним из министерств правительства Китая. А если оно издало такую карту, ни другой редакции карты быть в Китае не может. Таковы особенности тоталитарной системы. Но для того, чтобы себя обезопасить и еще раз напомнить Китаю, что вообще не стоит вмешиваться. Я вот так смотрю по реакции Запада, сейчас я расскажу какой. И Соединенные Штаты, и страны-партнеры того же формата Рамштайн дают Китаю уже в принципе не прикрытые, а такие откровенные знаки, что не лезьте в эту войну. Не лезьте. Чем дальше Китай будет находиться от этой войны, тем проще и лучше будет жить Китаю. Хотите Россию как сырьевой придаток? Да, можете ее иметь как сырьевой придаток, но в войну не лезьте. А именно, что произошло? Сегодня утром появилась новость о том, что Джо Байден подписал законопроект, который был проголосован на прошлой неделе в Конгрессе Соединенных Штатов о снятии грифа секретности с расследования по появлению штамма вируса COVID-19. И это очень интересный момент. Почему? Потому что, смотрите, если Джо Байден подписал этот законопроект, значит он набрал юридическую силу. Осталось его только опубликовать. Закон вступил в силу, и разведслужбам США осталось опубликовать этот доклад. И теперь Си Цзиньпинь в задумчивости. Почему? Потому что если доклад, я так понимаю, что доклад, скорее всего, существует в нескольких ипостасиях. Как в самой плохой версии, так и в самой хорошей, лояльной версии. Самая плохая версия — это если в докладе будет написано, что Китай разработал штамм вируса COVID-19 искусственно. Тем более, что если они его подправили геном, что делает его более заразным. Вот. Это уже тонкости генетики, неважно, сам смысл. Если такое будет написано в докладе, значит все страны мира, которые пострадали от COVID-19, имеют полное право подать в суд на Китай и требовать репараций за нанесенный ущерб. Представляете, какая сумма исков будет против Китая? Какие санкции влупят против Китая эти страны для того, чтобы заставить Китай выплачивать репарации по COVID-19?
А может быть, выйдет лайт-версия этого доклада, и там будет написано, что да, ковид, может быть, и разрабатывался, но утечка могла произойти случайно, в результате ошибки того ученого, который вот первый об этом заявил, он, к сожалению, умер, и спросить вроде как не с кого. Чувствуете разницу, да, вот подхода. И теперь у лидера Китая риторический вопрос. Если он помогает Путину и начинает вмешиваться в ход нашей войны, может появиться плохой вариант этого доклада, с которого снимут гриф секретности. А если он ведет себя правильно, то доклад может появиться лояльный, который Китай не даст возможности никому предъявить Китаю исковые заявления в плане выплаты репараций. Как бы мы ни крутили, но поистине получается, Соединенные Штаты действительно великая держава. Могут крутить чем угодно и поиграть в политические игрища так как надо играть. Вот таким образом, на мой взгляд, Китай был поставлен сегодня утром на растяжку, и поэтому я думаю, что мы, наверное, либо очень поздно к вечеру услышим брифинг совместный, а может и не услышим брифинга совместного совсем Путина и Си Цзиньпиня. Но тем не менее. Плюс добавьте сюда заявление Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, который сегодня заявил о том, что Си Цзиньпинь, что он ему очень сильно рекомендует пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, для того, чтобы услышать и понять позицию Украины и вообще ситуацию относительно этой войны. Потому что на пока, как мы с вами и говорили, Китай слышит и обсуждает только позицию российской стороны. Нас он пока не слушал и не обсуждал. Так что я думаю, что никакого оружия Россия не получит. Это, в принципе, было понятно еще вчера. А сегодня я думаю, что Китай может сделать такой очень красивый реверанс, пообещать поддержку, ну, максимум дать сухие пайки. Вот, в качестве гуманитарной помощи для Российской Федерации. И сделать тихонечко шаг назад. В том числе мы же понимаем, что поставка, не зря обнародовали документы о том, что китайские компании, вроде как частные эти компании, передали в Российскую Федерацию дронов на 12 миллионов долларов. Мы же понимаем, что просто так это без разрешения правительства Китая никто не мог подписать такие крупные контракты на поставку такого количества дронов или на такую сумму дронов для вооруженных сил Российской Федерации. Так что может ситуация повториться так же, как в Турции. Да? Вот сейчас турецкое правительство уже издает, раньше Эрдоган говорил, мне никто не указ, в плане политики в отношении Российской Федерации. А сегодня правительство Турции уже составляет списки и всем компаниям, особенно частным, говорит: ай-яй-яй, вот список товаров, которые запрещены к поставкам в Российскую Федерацию. И несмотря на страну происхождения, то есть турецким компаниям правительство турецкое даже запретило перепродавать, то есть участвовать в серых схемах по обходу санкций. Видите, как все повернулось. Совсем по-другому Турция теперь смотрит на торгово-экономические отношения с Россией, понимая, что нельзя поддерживать страну-агрессора. Может быть, так же сделает и Китай. Вот такая вот ситуация. Поэтому я думаю, что сенсаций не будет. Рискну предположить, что никаких сенсаций в этой встрече не будет. Скорее всего, она будет чисто протокольная, поручкаются, пообещают друг другу всестороннюю поддержку и взаимопомощь, и на этом тихонечко разойдутся. Тем более уже Си Цзиньпинь сделал ответный реверанс, он пригласил главу правительства России и Путина в 2023 году посетить Пекин. В принципе, протокол соблюден. Ответный визит Си Цзиньпиня состоялся, и российская сторона получила приглашение от Пекина на посещение китайской столицы
в течение 2023 года. Будем надеяться, что завтра просто они опять же помашут друг другу ручкой и спокойно разъедутся. Следующая новость, которую хочется отметить, что, говорили мы вчера с вами о том, что и помощь идет со всех сторон, помогают чем могут. Европа согласовала, я говорил вам, что уже на 2 миллиарда евро боеприпасов, и отдавать их будут в течение, там разные источники говорят 1 год, другие говорят 2 года будут передавать. Я так понимаю, что это 2 года. Вот я внимательно почитал там пояснительную записку. Там написано, что они согласовали передачу Украине до 90% запасов, имеющихся запасов у них боеприпасов калибра 155 мм. То есть мы можем, начиная там ближайших недель, как будут только оформлены все бюрократические процедуры, можем начать получать боеприпасы 155 калибра в нужных нам количествах. А они уже будут разворачивать, двухгодичная программа или годичная программа, будут разворачивать военно-промышленный комплекс по производству боеприпасов, обновлению своих складских запасов и их пополнению. Вот так будет построена работа. И в этом же контексте Северная Македония предложила Украине Су-25 свои. Да, они старенькие, списанные, они непригодны к полетам, сразу скажу. Но они нам предложили их передать в качестве запчастей. Так что я думаю, что мы с удовольствием их возьмем, учитывая дефицит и самолетов самих, и особенно к ним запчастей. Потому что все производство Су-25 находится на территории Российской Федерации. Также они готовы нам передать, уже готовы к отправке и ждут решения правительства Северной Македонии 12 ударных вертолетов Ми-24. Вот. Так что здесь может быть пополнение нашего парка. Опять возвращаемся к Российской Федерации. Здесь происходят очень интересные вещи. В плане, на мой взгляд, идет зачистка силовых структур в отношении, наверное, по принципу лояльный-нелояльный. Я имею в виду к Путину. Дело в том, что вдруг ни с того ни с сего заместителя командующего Центральным округом Российской гвардии обвинили в растрате государственных средств, даче взяток и получении откатов. С чего бы, да? Казалось бы, у России вся верхушка управленческая, особенно силовая, построена на откатах и взятках. А тут вдруг раз, возбуждение уголовного дела, причем так прижали бедного генерал-майора Вадима Драгомирецкого, что он написал явку с повинной. Он признал все обвинения, написал явку с повинной. Естественно, он снят с должности и отстранен от выполнения служебных обязанностей. И, насколько я понимаю, взят под стражу. Значит, на его место придет что? Другой человек. А это, извините, Центральный округ Росгвардии. Это тот округ, на территории которого находится Москва. Это та Росгвардия, которая в случае чего будет защищать Кремль. Вот. Так что вот такая вот ситуация. И всего-то на генерала навесили всего-то 19 миллионов рублей. По курсу, вообще для центрального округа, для такой должности сумма, я бы сказал, не очень большая. Поэтому я бы это больше отнес, наверное, к тому, что это все-таки идет зачистка в силовых структурах по принципу лоялен-не лоялен. Видимо, колеблющихся будут потихонечку подчищать. Ситуация в Кремле и между башнями Кремля набирает своих оборотов. Или, как ранее мы говорили, что турбулентность между башнями Кремля резко возрастает. Да, кстати, забыл вам сказать, что у Си Цзиньпиня есть еще одна растяжка, не только та, которую я объяснил, американская, но еще и внутренняя растяжка. Дело в том, что
очень много внутренних элит, китайских элит, были категорически против этого визита. И китайская биржа вчера отреагировала резким падением. Падение составило в среднем 3% по торгам акций китайских компаний на китайской бирже. Что очень показательно. То есть бизнес очень плохо отреагировал на визит в Российскую Федерацию китайского лидера. Это показатель внутреннего настроя. Это еще один фактор того, что вряд ли Си Цзиньпин решится идти даже против собственных, точнее китайских элит, чтобы не нагнетать обстановку внутри самой страны. Ну и мы идем дальше. Сегодня в Киеве очень уважаемый гость и очень знаковый гость, я бы сказал так. Сегодня в Киеве премьер-министр Японии. Япония очень своеобразная страна, очень довольно закрытая. Да, знаем, что она находится очень далеко. Но Япония это, будем так говорить, у них с Китаем не совсем дружеские или совсем не дружеские отношения. Вот, и посещение премьер-министром Японии Киева в момент визита китайского лидера в Москву, я считаю, это знаковое событие. Тем более, что судя по ситуации, которая складывается в отношениях Украины и Японии, Япония готова инвестировать в Украину. Они готовы брать на себя задачи по восстановлению Украины. Сегодня Япония помогает нам экономически, финансово и гуманитарно по всем статьям. Единственная статья, которая сегодня не задействована, это вооружение. Но я так понимаю, что может быть после сегодняшнего визита, после посещения Киева, японское правительство может принять решение относительно, в том числе и поставок военно-технического имущества японской, извините, не армии, сил обороны Японии, так у них называется армия, вот, силам обороны Украины. Вполне возможен такой вариант. Так что будем посмотреть. Но я считаю, что визит очень знаковый в плане и вот на фоне китайского визита в Москву и вообще на фоне отношений Япония-Украина. Дело в том, что вот странам Азии нужен здесь, вот почему и Китай так цепляется за Беларусь, цепляется за Россию, цепляется. Они готовы, Китай, кстати, готов был. Мы говорили с вами об этом несколько выпусков на прошлой неделе. Посмотрите в выпусках, обсуждали по вопросу, что Китай тоже готов инвестировать. Ранее заявлял постоянно, что он готов инвестировать в Украину. Этим странам нужна здесь база, экономическая база для выхода на европейский рынок. И, допустим, создание тут заводов, даже просто сборочных заводов. Вот Россия до вот этого массированного вторжения в Российской Федерации собиралась 22 мировых автомобильных бренда. И машины российской сборки, легковые автомобили, заполняли весь рынок постсоветского пространства, вот, и некоторых стран Восточной Европы. А почему бы Японии не перенести эти же заводы, допустим, в Украину? Тем более, что Украина морская держава, мы имеем выход в Черное море, и Япония через Суэцкий канал может кратчайшим путем доставлять нам здесь все комплектующие или для сборки этих машин. Ну, очень много вариантов. Тем более у нас с Японией есть общее в том, что у нас территориальные претензии. Мы хотим вернуть свои территории в государственных границах Украины, международно признанных. Япония хочет вернуть свои исторические земли, которые еще Советский Союз незаконно захватил после Второй мировой войны. Я имею в виду острова Курильской гряды. В этом мы с Японией очень близки, и наши стремления очень похожи и одинаковы. Ну и пару новостей более глобальных. Надо отметить, что Российская Федерация стала
стала инициатором собрания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой обсудить израильские авиаудары в Сирии. Очень интересная постановка вопросов. Часть аналитиков и политологов усмотрели в этом, и военных экспертов в том числе, усмотрели в этом месть Российской Федерации Израилю за то, что они дали лицензию на право передачи нам систем противодействия беспилотным летательным аппаратам. И мы сейчас получаем израильские станции радиоэлектронной борьбы для защиты своего неба. Видите, как даже в таком положении, находясь изгоем, все равно Россия пытается ставить палки в колеса и пытается, хотя, казалось бы, Нетаньяху в очень хороших отношениях, его даже называют другом Путина, и они столько лет общались, ну вот Россия выступила с такой инициативой. И еще есть одна очень интересная инициатива, причем которая, ну, наверное, можно назвать явкой с повинной. Россия опять же обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой немедленно собрать его для того, чтобы обсудить вопрос похищения украинских детей. Всем известный поспред России в ООН Небензя сказал, что Россия хочет вернуть, она готова, точнее, он заявил, что Российская Федерация готова вернуть украинских детей при условии, если они будут в безопасности в Украине. То есть, смотрите, в чем нюанс. Нюанс состоит в том, что Российская Федерация не отрицает. Они даже не отрицают тот факт, что они похитили наших детей. Они просто хотят объясниться по этому вопросу, почему они их похитили, что была, оказывается, угроза их жизни и здоровью. А кто эту угрозу создал, они, правда, не говорят, что вторжение российских войск создало угрозу жизни и здоровью этих детей. Вот. Но они их готовы вернуть при условии безопасности. А условия безопасности — это полный вывод российских войск с территории Украины. Ну, естественно, выплата компенсации, в том числе этим детям, которых они принудительно вывезли на территорию России. Но сам факт, что они даже этого не отрицают. Вот. Так что вот такая вот еще новость пришла из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Ну и, наверное, отметить на новость на пасашок или вишенкой на торте у нас сегодня будет, это то, что выяснилось, что передача танков Challenger-2 от Великобритании и Украины будет включать в себя и снаряды с объединенным ураном. Бронебойные снаряды с объединенным ураном. Почему? Оказывается, они входят в боекомплект танков Challenger-2. Естественно, эти снаряды будут поставлены вместе с танками, которые входят в боекомплект этих танков. Ну, вопрос для нас, в принципе, вопрос довольно положительный. Почему? Потому что бронепробиваемость этих снарядов пока что не превзойдена на сегодняшний день. Нет брони, которая могла бы выдержать удар такого боеприпаса. Для борьбы с бронеобъектами противника это наилучший на сегодняшний день вариант. Так что посмотрим сейчас, какая будет реакция со стороны Российской Федерации. Ну, думаю, что никакой. И кроме политических заявлений и опять топанья ногами, в принципе, больше других вариантов у Российской Федерации на сегодняшний день и не осталось. Вот такие вот военно-политические новости произошли за прошедшие сутки. Надо отметить, что фронт более-менее стабилен. Да, есть участки, на которых ситуация критическая, это Бахмут. Есть участки, на которых ситуация тяжелая, это Авдеевка, потому что там активизировались боевые действия, особенно на флангах с севера и с юга. Но, тем не менее, мы продолжаем держать оборону, продолжаем проводить оборонительную операцию и наносить максимальное поражение войскам противника. Ну что ж, на этом мы первый раздел нашего видео с вами заканчиваем. Я по традиции делаю паузу,
У вас, кто не подписан, есть время подписаться на мой канал. Для всех остальных, кто смотрит, предлагаю поставить лайк, чтобы это видео могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, ответами на вопросы, которые вы задали в предыдущем видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующее. Как считаете, нужен ли Украине мораторий на крупную приватизацию во время войны? Потому что Белгород-Днестровский порт приватизировали за бесценок. И собирается Энергоатом приватизировать всякими мутными подставными лицами. Ну, я вообще считаю, что это неприемлемо. Если в стране действует военное положение, то ни о каких экономических преобразованиях, особенно таких как приватизация, речи быть вообще не должно. Очень странно, что наше правительство занимается такими вопросами, как приватизация крупных экономических объектов. Особенно, что касается Энергоатома. Вот. Там ходят очень нехорошие слухи вокруг Запорожской атомной станции. В каком она сейчас состоянии, кто ее собственник. По идее должен быть Энергоатом, государство Украина. Но там слухи ходят очень нехорошие. И у нас пока война. А то так получится, что отменим военное положение, окажется, что уже все давно приватизировано. Как говорил один киногерой, кражи не будет, все уже украдено до нас. Поэтому я считаю, что во время военного положения, во время активных боевых действий не может быть никаких вопросов об изменении тарифов, о проведении приватизации крупных промышленных объектов, об изменении экономической политики, кроме как перевода экономики на военные рельсы. Этого быть не может априори. Но посмотрим. У нас страна очень интересная и практически волшебная. Поэтому в нашей стране, я так понимаю, могут происходить какие-то такие подобные процессы. Подскажите, пожалуйста, могут ли системы ПВО сбивать планирующие умные бомбы? Да, могут. Особенно системы ПВО ближнего радиуса действия, то есть тактические системы ПВО. Почему? Потому что они заточены на короткое расстояние, у них более сильные радиолокационные станции, и они лучше видят. И время реакции у них по сравнению с ПВО средней и большой дальности у них намного лучше. Ну, если брать наши системы ПВО, то есть старые советские. Если брать современные, то в принципе любая система ПВО может сбивать вот эти планирующие умные бомбы. За счет малой скорости, за счет довольно достаточных размеров и их заметности на экранах радиолокационных станций. Доброго вечора. В мене є питання, на яке я не можу знайти відповіді. І хочу почути вашу думку. Для того, щоб вигнати окупантів з Київської, Чернігівської та Сумської області, нам знадобилося 2 місяці. Щоб вигнати з інших областей, нам не вистачає року. Чому? Що завадило? Тим більше, що всі військові експерти, і ви в тому числі, кажуть, що ми стаємо сильнішими, а Росія слабішає. Але маємо, що маємо. І результат бачимо на мапі. Як ви гадаєте, чому так? Чому з області звільнили, 3 області звільнили за 2 місяці, а Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську область не можемо звільнити за рік? Все очень просто. Дело в том, что в северных областях российские войска вторглись, и они не имели базы. И результат разгрома этих войск стал возможен, такого разгрома, чтобы вынудить их быстро покинуть территорию этих областей, стал возможен только благодаря тому, что у них не было там логистической базы.
Вспомните российские танки, которые стояли без топлива. Вспомните первые дни, когда российские экипажи ходили с канистрами и спрашивали, где тут можно взять топливо. Вот именно поэтому. А потом, когда начались более активные боевые действия, когда они уже практически подошли к Киеву, то логистические цепочки Российская Федерация не смогла на таких расстояниях более 300 километров удержать или их создать. И поэтому они просто несли сумасшедшие потери. Что касается юга Украины или юго-востока, то там была создана база, и там у них логистика очень мощная. И поэтому и там, кстати, была основная группировка войск. Если мы говорим, что здесь вторгалось примерно 40-45 тысяч на севере, то на юго-востоке там было 2/3, там порядка 80 до 100 тысяч. И еще порядка 30 тысяч вторгалась там Харьковская область. Вот. И, кстати, прямая граница, то есть им не надо было вот в Харьковской области, в районе города Харькова, им не надо было обходными путями. У них было самое короткое плечо подвоза боеприпасов, топлива, техники, личного состава, продовольствия, всего-всего остального. Поэтому мы и с Харьковом возились так очень долго, потому что идет прямая подпитка войск. А здесь они накапливали в Донецке, в Луганске, Новоазовске, они накапливали базу. Они накапливали боеприпасы. Вспомните, когда мы получили первые хаймарсы, вспомните, как горели склады на оккупированных территориях, которые были оккупированы с 2014 года. Вот в этом проблема. И здесь была основная масса группировки войск. А у нас были войска растянуты по всей территории Украины. И мы фактически затыкали дыры в первые месяцы войны. Пока мы разворачивали наши вооруженные силы, мы затыкали дыры то на севере, потом на востоке, потом на юго-востоке, потом на юге. Надо было останавливать на всех направлениях одновременно российские войска. И там, где было Южная Украина, Вознесенск, вспомните, они вытянули тонкую длинную кишку, минуя Николаев. Николаев остался в полуокружении. И они пошли на Вознесенск для того, чтобы Южноукраинскую атомную взять и потом перейти Южный Буг и дальше двигаться на Одессу. Там надо было останавливать. Поэтому за счет того, что мы спасали вот основные направления, самые опасные направления, потому что отрезание нас от моря и воссоединение, допустим, и захват Молдовы, а это стояло в планах пунктом практически номер 2 после взятия Киева, вот, нам бы было в таком полуокружении было бы еще сложнее сражаться. Поэтому генеральный штаб все на более слабые места, а в слабые места оказались вот эти вытянутые щупальца российских войск, которые они протянули вот к Киеву, они пытались протянуть на юге вдоль побережья. Вот туда было сосредоточено внимание. Поэтому центр у нас и просел. Там оказалась наибольшая концентрация российских войск и наименьшая концентрация наших войск. А сейчас, когда там, вот смотрите, на этом участке на юго-востоке, да, от Днепра там до реки Оскол, да, Оскольского водохранилища практически, там сосредоточено порядка 350-370 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Поэтому просто встать и пойти в наступление мы сегодня не можем. У них действует железная дорога. Там, где мы достаем, мы пытаемся нарушить эту связь, эту логистику. Но вы не забывайте, что Россия тоже изменила тактику ведения войны. И они поняли, что война принимает затяжной характер. Как Путин сказал, мы готовы к войне на истощение. Вот они эту войну. Все, что может Россия выставить на сегодняшний день, она все выставляет на юго-востоке Украины. Танки, артиллерию, боевые бронированные машины, личный состав. И мы вот с этим теперь боремся. А у нас собственных запасов нету. Вот. Там, когда у нас были собственные запасы, первые 3 месяца, первые 2 даже, 3 до мая где-то мы продержались. В мае уже у нас был снарядный голод, была просто критическая ситуация с
огневой поддержкой войск. Практически уже воевать. Первый Рамштайн уже вот нам давали боеприпасы. Первое, что давали, и потихоньку к лету начали давать нам артиллерию. А то мы проседали. Но, еще раз повторюсь, там, где была возможность, там везде мы нанесли поражение максимальное. И если не разгромили, то заставили противника уйти с этих территорий. Ну, а Юго-Восток, вот такая сложилась ситуация. Здравствуйте, Олег Владимирович. Что вы думаете по поводу ударных вертолетов AH-64 Apache? Если наши западные партнеры передадут нам их, это может обеспечить нам наступление. Вроде бы как США еще ничего не объявляли об их поставках, но хотелось бы знать, что это за вертушки и может стоит их просить у американцев. Ну, скажу так, это вертолет огневой поддержки, в принципе может брать на борт десант. Очень хорошо себя показал во вьетнамской кампании, когда их тогда начинали первые там Хичкоки начинали, и уже под конец вьетнамской войны были Апачи. Вопрос пока по вертолетам не стоит. Опять же, передача нам вертолетов западного образца на сегодняшний день это очень длительный и очень сложный технологический процесс. Даже не столько обучение пилотов. Пилотов мы научим. Это не проблема, не главная проблема в материально-технической базе и в специалистах, которые будут обслуживать и ремонтировать эти вертолеты. Поэтому давайте пока исходить, вот дают нам советского образца, то, что мы можем эксплуатировать, мы эксплуатируем. Дадут нам авиацию, хорошо, авиация поддержит. Ну а вертолеты на сегодняшний день ввязываться еще в передачу нам вертолетного парка, я думаю, что не стоит. Достаточно будет, лучше пусть дадут больше танков, больше боевых бронированных машин, больше артиллерийских снарядов, для того, чтобы мы могли выполнить поставленные перед нами и перед самими собой задачами в плане освобождения наших территорий. Добрый день. После того, как в начале войны был опубликован перечень профессий для женщин, подлежащих мобилизации, стало интересно, чем именно занимаются химики на войне. У нас вроде бы не ведутся войны с применением химического оружия. Да, война с применением химического оружия не ведется, но случаи отравления химическими веществами на сегодняшний день есть. Вспомните, когда применялись гранаты со слезоточивым газом, или перчичный газ, как его называют, хлорпикрин. Да? Вспомните, причем эти случаи были не одинокие, начиная с завода «Азовсталь». По защитникам тогда применяли гранаты, мы даже там рассматривали их применение. Вот, они имеют нелетальное действие на человека, но тем не менее они относятся к химическому вооружению, те гранаты. Другие были случаи, когда падали бомбы и в результате там концентрации газов тоже получали. Мы постоянно, наши подразделения радиационной химической защиты, они постоянно ведут мониторинг ситуации, они проверяют воздух на наличие отравляющих и радиоактивных веществ. Плюс проверяет уровень радиации, особенно когда Россия начала высказывать свои угрозы по поводу вот этих грязных бомб, которые они грозились там применять. Поэтому у них работы хватает. И, кстати, на сегодняшний день. Плюс они занимаются вопросами обеззараживания местности. Вы же не забывайте, что у нас же есть еще химические предприятия, и в зоне боевых действий в том числе. И, допустим, есть промзоны, на которых хранится и аммиак, и хлор, и довольно больших количествах. Кстати, помните, по-моему, в Северодонецке были там попадания в цистерны с аммиаком или с хлором. Еще где-то там на востоке, я помню, было летом попадание. Мы еще с вами смотрели видео с оранжевым облаком взрыва.
Вот. Так что химическим войскам тоже хватает работы для... Вот они занимаются нейтрализацией и дезактивацией вот этих химических веществ, которые где-то там разлились, где-то там были повреждены, выбросы произошли и так далее и тому подобное. У них работы хоть отбавляй. Так что вот такими вещами они занимаются. Скажіть вашу думку щодо наших полонених. Яка буде їх доля у разі успішного контрнаступу? І як ви думаєте, чому такі рідкі та малі обміни? Офіцерів не віддають навіть поранених. Дуже страшно, що їх чекає. Дякую, серце розривається від безсилля. Да, я с вами соглашусь, очень больно наблюдать эту картину. Дело в том, что российская сторона категорически отказывается вести переговорные процессы в плане обмена пленными. Они считают пленных, ну, будем так говорить, валютой, это своим козырем в переговорном процессе. Они собираются нас шантажировать, и они этим занимались с самого начала именно пленными. Кстати, я даже высказывал предположение, что такие маленькие обмены и так редко происходят в основном по договоренности с местным командованием. Да, возможно, они там согласовывают это с вышестоящим руководством, но только в случае, когда в этом заинтересовано российское руководство. Во всех остальных случаях, когда они не имеют заинтересованности, вот когда им надо было летчиков выменять, они тогда предложили выгодный нам обмен в нашу пользу. И мы обменяли наших людей, наших военных на российских летчиков. Хотя по идее, по логике вещей, по международному праву летчики являются военными преступниками априори. Вот, и их менять нельзя. Они должны передаваться международному трибуналу. Но мы ради того, чтобы спасти наших ребят, вытащить из плена, мы пошли даже на такой шаг. Мы задокументировали преступления этих летчиков и обменяли их. Но российская сторона категорически не хочет идти на обмен. Это очень тяжелый процесс на сегодняшний день. Я думаю, что если контрнаступление будет успешное, то тогда у нас будет в наступлении всегда обменный фонд пополняется. Потому что отступающие войска, кто-то успел убежать, кто-то не успел убежать, и их больше попадает в плен. Естественно, обменный фонд увеличится. И, естественно, вот тогда пленные для российского командования станут еще ценнее. Почему? Потому что они будут менять лояльность, нашу лояльность к себе, к военным преступникам в обмен на пленных. Они будут опять же нас шантажировать тем, что мы отдадим вам пленных, такое-то количество, но вот давайте там нас отпустите или там еще что-нибудь там сделайте, не преследуйте там того или другого начальника и так далее. Это, к сожалению, это, ну, будем так говорить, это последствия войны, которые, или боевых действий, которые присутствуют в любом вооруженном конфликте. Кстати, буквально сегодня, по-моему, нет, вчера была новость о том, что там Йемен, по-моему, обменял пленных, там 815 человек, вот они обменяли всех на всех. Йемен, Иордания, по-моему, Саудовская Аравия, ну, все, кто принимал участие вот в этом конфликте, вот там произошло по договоренности, 2 недели шли переговоры по порядку обмена. В результате договорились, по-моему, там 815 или 800, ну, большое количество, больше 800 человек было обменено по принципу всех на всех. Вот, но это после того, как они договорились о прекращении огня и вступлении и начале мирных переговоров. Я думаю, что у нас будет то же самое. Начало мирных переговоров после разгрома российских войск и выхода на государственную границу Украины. Тогда, да, тогда вопрос пленных будет решаться и будет решаться всеобъемлюще по принципу всех на всех. Про разведку боем. Зачем посылать людей и рисковать жизнями, если куча спутников на Западе?
Украина купила пользование еще одним спутником, дроны и еще куча всякой всячины. Или надо положить сколько-то человек, чтобы узнать, что танк стоит вон там за домом. 21 век, как бы. Ну, не скажите. Видите, 21 век, а мы продолжаем воевать теми же принципами и методами, которыми воевали еще древние римляне. Строя свои боевые порядки и применяя там тактику ведения боевых действий. Только тогда были мечи и копья, и луки, а теперь танки, самолеты и артиллерия. Вот в чем смысл. Дело в том, что спутники и дроны, они дают общую картину расположения войск противника. Да, мы это знаем. Но мы не знаем огневых возможностей вот этого противника, который находится в обороне. Да, вы правы, танк стоит за домом. Это спутник нам покажет. Но какой у него сектор обстрела, какие у него возможности, где у него запасные позиции, куда он будет перекатываться в ходе ведения боевых действий. Он не будет стоять на месте и стрелять с одного места, потому что его быстро сожгут. Либо артиллерией, либо противотанковыми средствами. Он будет маневрировать. И мы не знаем, насколько мотивированы эти бойцы, насколько устойчива оборона в этих местах. А еще мы не знаем той части обороняющихся войск, которая спряталась и хорошо замаскировалась. Ее не увидишь со спутника или с дрона. Вот для чего нужна разведка боем. К величайшему сожалению, мы не можем отказаться от этого мероприятия. Конечно же, мы стараемся беречь людей в этом случае. И задача разведки боем вызвать огонь противника максимально всеми имеющимися у него огневыми средствами. Таким образом он скрывает свою оборону. Таким образом мы видим возможности противника по обороне того или иного объекта или участка местности. Вот, кстати, сейчас в Бахмуте российские войска применяют тактику прощупывания нашей обороны. Это примерно то же самое, только в меньших масштабах. Допустим, разведка боем может вестись там 1-2 ротами, то есть там 100-200 человек или до батальона, если оперативное направление или большой участок обороны. Вот. А прощупывание оборонительных позиций противника ведется мелкими группами. Так вот, россиянам вообще людей как бы не жалко. Что они делают? Они берут по 5-10 человек группы до отделения. 5-10 человек. И пускают их на разные наши позиции. Прямо на наши позиции. И те атакуют наши позиции. Соответственно, они таким образом пытаются выявить наиболее слабые позиции с худшими условиями для наших войск, для наших защитников. Там, допустим, худший сектор обстрела, открытые пути подвоза боеприпасов и подхода подкрепления, худшие пути для эвакуации раненых. Ага, значит, этот участок слабее, чем другие. Что надо делать? Туда надо отправить толпу народа. Надо атаковать в этом месте. Вот таким образом они прощупывают оборону. Вот они за счет людского ресурса, им наплевать. Ну, пустят они таких 10 групп, 100 человек. По 10 человек в каждой группе. Они атакуют 10 участков нашей обороны. Потом по результатам они посмотрят. Ага, вот на этом и на этом участке самое слабое, на их взгляд, места. Там надо проводить штурмовые действия. Туда надо штурмовать. Вот так они сейчас воюют в Бахмуте. Так они сейчас пытаются воевать на флангах Авдеевки, пытаясь найти слабые места и продавливать нашу оборону. Потом в это слабое место туда все направляют. Артиллерия, авиация может туда работать. И туда валит толпа вот этих вот штурмующих наши позиции. А разведка боем, она более масштабна, она берется на участки. И задача вскрыть оборону и посмотреть огневые возможности противника в плане обороны этого участка местности. Потом мы делаем выводы и принимаем решение, что надо сделать и как надо организовать наступление или контрнаступление для того, чтобы в этом месте прорвать оборону. Или отказаться от прорыва обороны в этом месте. Тогда надо что делать? Надо проводить разведку боем на другом участке. Вот для этого она ведь. Даже спутник не пойдет в разведку боем и не проведет вам ее. Подскажите, пожалуйста, могут ли системы ПВО сбивать планету? Ну, это уже было.
пропускаем. Планирующие умные бомбы, я рассказал вам. Расскажите, пожалуйста, что это у нас за гаубицы М100Б, Д-20 и Д-30? Ну, вопрос риторический, потому что, по-моему, уже даже дети в детском саду знают весь состав артиллерии как противника, так и вооруженных сил Украины. Это советского образца, все гаубицы советского образца. И в России, и у нас никто ничего нового не придумал. Единственное из того, что вы перечислили, Д-20 это гаубица 70-х годов, потом она была поставлена на самоходную базу, и ствол Д-20 стал самоходкой 2С3 Акация. Д-30 это ее же практически ровесница гаубица. Единственная особенность Д-30, она пошла на замену полевой гаубицы М-30, и она пошла в полковую артиллерию, то есть артиллерийский дивизион мотострелкового полка, вот он вооружался на Д-30. Ее особенностью является то, что это на сегодняшний день единственная гаубица, которая имеет круговой сектор обстрела 360 градусов. Она имеет 3 опорных станины, на которых приводится в боевое положение, вывешивается и может вести огонь на 360 градусов. Очень эффективно их использовали в Афганистане. Когда, если у всех остальных гаубиц надо переставлять станины, там обычно сектор обстрела составляет 34 градуса. 17 вправо, 17 влево. Иногда там чуть больше, иногда чуть меньше. Ну, в основном именно так. Вот. То Д-30 имеет круговой сектор обстрела. Калибр Д-30 122 мм, калибр Д-20 152 мм. М100Б это уже гаубица нового поколения, это 80-е годы. Она разрабатывалась, и она уже имеет длинный ствол 8 метров, у нее 50, если я не ошибаюсь, по-моему, 52 калибра длина ствола. Порядка 8 метров, она уже дальнобойная. Если у Д-30 15200 дальность стрельбы, у Д-20 17400 дальность стрельбы, 1000 метров, а у Мсты уже 24 тысячи метров дальность стрельбы, то есть 24 километра у нее стрельба, и активно-реактивным снарядом 30 километров она может вести огонь. Но она М100Б, она очень тяжелая, она весит порядка 8 тонн, длина гаубицы составляет, там, по-моему, 15 или 16 метров, как троллейбус по длине, даже больше, 8 метров ствол и примерно столько же там станины. За счет того, что ствол стоит на тележке, то она чуть-чуть короче, ну да, примерно чуть больше троллейбуса по длине, чтобы вы понимали. Кстати, это огромная проблема с этими гаубицами, потому что сейчас в распутицу вытащить ее на огневую позицию в поле, где раскисший грунт, это просто невероятно. Вот. Но гаубица довольно хорошая, точная, имеет механизм досылания, он у нее пружинного типа, взводится первым выстрелом, то есть первый выстрел досылается снаряд вручную, а дальше срабатывает механический досылатель пружинного типа. Вот. Позволяет вести где-то порядка 7-8 выстрелов в минуту скорострельность, и является довольно точной системой. Так что вот такие вот, калибра 152. Она шла как основная гаубица. Вот М100Б, она шла как основная. И недаром из нее сразу же сделали самоходку 2С19. Это один и тот же ствол, только 2С19 это самоходная М100. М100С она называется, а в буксируемом варианте она называется М100Б. Вот такие вот гаубицы. Надеюсь, запомните, и этот вопрос мы к нему больше возвращаться не будем. Ну что ж, на этом вторую часть нашего с вами видео, ответы на вопросы, мы заканчиваем. И остается у нас с вами третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали. И первый из этих комментариев, который прозвучит сегодня, будет следующий. Успешность боевых действий не измеряется только
по продвижениям войск. Значительно большее значение имеет наносимый врагу урон. Спасибо за информацию. Героям слава, смерть фашистам. Да, абсолютно правильно. Вот это именно то, что мы делаем. Несмотря на то, что мы частично уступаем иногда территорию, но мы выматываем войска противника и готовим почву для дальнейшего контрнаступления наших войск. Иногда это затягивается процесс, но надо набраться терпения. Здравствуйте. К благодарности за информацию хочу добавить мои наблюдения о том, кто куда приехал, где расхаживал и с кем общался. Живу в Крыму. В этом году у нас, как и все 8 лет, выходной 18 марта. Ни в одной из групп общения, у меня их 5, в этом году люди не поздравляли друг друга с этим праздником, в кавычках. Полная тишина в чатах. Единственная знакомая, приехавшая в Крым из России, поздравила. Этот человек, скажем так, не в теме. А вот местные, с кем работаем, дети учатся, в бассейн ходим, в походы, прочее, день тишины. Так что очень надеюсь, что наблюдается тенденция к просветлению в головах. В прошлом году в феврале был бушующий дебилопатриотизм. Но вдруг раз и ничего не получилось за 3 дня. Тогда говорили 18 марта праздновать вместе с захваченными новыми территориями, и их должно было быть значительно больше. Граница по Дніпру. Так поговаривали. Жуть. Але не так сталося, як гадалося. Дякуючи нашим воїнам і всьому народові. Ми вистоїмо, вірю в рідну країну. В рідну країну. Вот такой вот из Крыма. Пане Олег, хотів вам повідомити, що 37-ма гвардійська мотострілкова бригада, яка їде на підсилення 155-ї бригади під Вугледар, це та бригада, яка була розгромлена в березні в Макарівському районі. Її командиру Медведєву. Танк переїхав ноги. Вот это вот якраз ми все, коли він керував боєм. Я стикався з цією бригадою в одному з сіл в Макарівському районі. Вона з Бурятії, міста Кяхта. Нехай її розгромлять і цього разу. Слава Україні! Ну, вот такое вот нам справочка по 37-й бригаді. Доброго вечора. Всі пам'ятають про визволення тварин з зоостанції, але заговорили про одну тварину. Насправді Зубков постійно приймає участь у порятунку тварин в різних ситуаціях. Переглядаючи відео з їхнього шляху з Криму до Маріуполя і Донецька в зоопарк на тому тижні, я помітила дуже цікаву річ. Впоперек доріг стоять так звані зуби дракона, це бетонні надовби. Приблизно на півдорозі на відстані 3-4 метра. І машинам потрібно їхати не ровно, а зігзагом. Але виїжджаючи за лінію дороги на узбіччя, небезпечно, бо там вздовж дороги з обох боків лежать автошини, в яких міни. І є таке питання, якщо наша артилерія вдарить по такій дорозі, то буде ланцюгова реакція і далі вони самі будуть детонувати і тим самим знищать полотно дороги, а поля заміновані. І як будуть тікати рашисти? Потраплять в свою ж пастку, чи можна це використовувати при наступі? Вірю в перемогу Збройних сил та повну підтримку Бога Україні. Смотрите, дело в том, что не сдетонируют эти мины. Сдетонирует только та мина, которая будет находиться в непосредственной близости от разрыва артиллерийского снаряда. Все остальные мины взрывной волной этого же разрыва просто отбросит в сторону. Вот и все. Если они установлены на неизвлекаемость, то смещение мины вызовет ее детонацию. Но в этом случае все равно вся дорога не будет испорчена. Это раз. Во-вторых, есть инженерные машины, которые приедут и быстро засыпят какими-то твердыми отходами, быстро засыпят эти воронки, и дальше движение будет восстановлено. Поэтому нет, дорогу полностью полотно, надо рыть противотанковый ров и ставить заграждения, надолбы, ежи противотанковые.
вот так, и минное поле. Вот тогда, да, вы тогда прекратите движение по этой дороге. Во всех остальных случаях движение по этим дорогам сохраняется или довольно быстро с помощью инженерной техники восстанавливается. Для этого, кстати, существуют инженерные подразделения. Надо Си пригласить в Украину и сделать ему экскурсию по территории, показать, что его лучший друг в кавычках натворил и продолжает это делать. А потом задать ему вопрос, если бы с ним так и он все так же был бы за мирные переговоры. Ну, видите, Китай очень своеобразная страна. Китай сам диктаторская страна. И тот же Си Цзиньпин, он сам диктатор. Он себя на вечный трон хочет посадить. От своей фамилии, видимо, хочет возродить императорские династии китайские. Вот. Поэтому говорить о том, что он поймет нас, не верьте. Не поймет никогда. Вспомните то, что Китай оккупировал Тибет. Вспомните, как тибетские монахи сами себя сжигали на улицах в знак протеста против китайского засилия и китайской оккупации Тибета. Вспомните, как они выходили на протест. Что делала китайская армия? Она их расстреливала. Расстреливала боевыми патронами, не дубинами била. Смотрите, что делает Китай сегодня с уйгурами. Вы знаете, что уйгуров содержат в концентрационных лагерях, их кастрируют, чтобы они не давали потомства, чтобы полностью истребить. Это Китай. Современный Китай это сегодня делает. И об этом знает весь мир. А вы говорите, чтобы он приехал, посмотрел на те пытки, которые творят здесь русские, и понял нас, прослезился и сказал, что я за мир? Никогда в жизни. Дай Бог, чтобы усилия наших западных партнеров, особенно Соединенных Штатов, поставили Китай на место и не дали ему вмешаться в нашу войну. Дай Бог. Вот об этом надо думать и надо, как говорят наши, надо молиться за это. Потому что Китай это жесточайшая нация, жесточайшая, не знающая ни пощады, ни сочувствия, ни сострадания, ничего. Они будут идти к своей цели, и они будут убивать столько, сколько надо, самыми жестокими методами и способами. Поэтому надеяться на то, что Си Цзиньпин нас поймет, нет. Он наоборот, он нас боится. Потому что любая демократическая страна в глазах Си Цзиньпиня это злейший враг, который может посеять смуту или дурные мысли в головах самих китайцев. Вот такая вот ситуация с Китаем. Ну что ж, вот на такой, наверное, немножко пессимистичной ноте, но тем не менее, для понимания все равно это надо знать. Это надо знать, об этом надо помнить, и это надо учитывать в своей последующей политике, особенно внешней. Что из Китая друга никогда не будет. Партнер может быть и то временный, а друга никогда не будет. Вот. Ну, на этом мы с вами наше видео закончим. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео. Ну, для тех, кто не подписан. Кто подписан, спасибо вам за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк, и тогда это видео смогут увидеть как можно больше людей. Ну, а мы с вами, спасибо спонсорам за вашу спонсорскую помощь. Ну, а ми з вами віримо в Збройні Сили України. Перемога наша, слава Україні!